Здравствуйте, друзья! Это видео посвящено еще одной новинке от известной почти каждому энтузиасту умного дома компании Aqara светодиодной ленте серии T1. Существуют две версии – для китайского рынка и глобальная, но функционально между ними различий нет. В обзоре показана модель для глобального рынка RLS K01D, но все это актуально и для китайской LG UCDD01LM. В качестве подтверждения в приложении Aqara Home я буду проводить тест в китайском регионе. Из особенностей устройства я бы отметил соединение двух технологий – адресных диодов для цветного света и эффектов и обычных светодиодов холодного и теплого света для рабочей подсветки. Такое мне раньше еще не встречалось. В описании под видео вы найдете ссылки на магазины, в которых можно заказать это устройство. Время от времени я буду их актуализировать. Но внимательно читайте пояснения, может быть так, что лента доступна к заказу только в определенное время суток вечером. Это особенности работы некоторых магазинов на AliExpress. Перед тем как мы начнем, по традиции, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти как можно больше людей, которым интересна тема умного дома, и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые обзоры и уроки. Тип устройства – управляемая светодиодная лента. Модель Aqara T1 RLS K01D для китайского рынка LG UCDD01LM. Режимы свечения – белый с изменяемой цветовой температурой, цветной, динамические эффекты. Интерфейс ZigBee 3.0 роутер. Мощность до 5 Вт на метр. Количество диодов по 30 каждого типа, адресных, холодного и теплого света, всего 90 штук на метр. Возможность отреза каждые 20 см. Входное напряжение от 100 до 240 вольт, питание ленты 24 вольта. Мощность блока питания 36 Вт. Длина в комплекте 2 метра, можно наращивать фрагментами по 1 метру до 10 метров. Ширина 12 мм, толщина 2,8 мм. Внешний вид упаковки зависит от того, какую версию ленты вы заказали. У той, что для китайского рынка, большая часть надписей иероглифами. У глобальной основной язык английский, основные моменты дублируются и на других языках. Это предсерийный инженерный образец. Судя по изображениям в магазинах, дизайн упаковки несколько обновили. Вот так выглядят мультиязычные надписи глобальной версии. Обратите внимание на дату производства на наклейке с штрих-кодом – февраль 2023, а появилась в продаже она не так давно, причем глобалка вышла позже китайской версии. Нумерация моделей глобальной китайской версии тоже отличаются. Для Китая используется 10-символьная кодировка, в конце буквы LM перед ними номер. Глобальные номера более короткие и состоят из двух частей, разделенных дефисом. Это актуально для всей продукции компании. В комплекте поставки блок питания с сменными вилками, контроллер и лента. Базовый комплект 2 метра. Инструкции не было, но еще раз уточню, у меня предсерийная версия для тестировщиков. Для пользовательских вариантов, которые появились в продаже, она, конечно, есть. Хотя устройство называется LED-лента, по факту оно состоит из трех основных компонентов. Собственно, самой ленты, блока питания и контроллера, он перед вами. Это, так сказать, центр управления. На нем находятся три кнопки: включение-выключение, переключение эффектов и музыкальный режим. С одной стороны у нее 5-контактный разъем для подключения LED-ленты, с другой круглый DC-разъем для блока питания. В моем экземпляре к блоку питания шло две сменные вилки для евророзеток и тройная британская. Блок питания рассчитан на входное напряжение от 100 до 240 вольт, на выходе отдает 24 вольта. Максимальная мощность 36 Вт, что позволяет использовать его на ленте длиной до 10 метров. При соединении с лентой убедитесь в том, что треугольные ключи на обоих разъемах совпадают, иначе лента работать не будет. Лента состоит из блоков по 20 см. Базовый комплект состоит из 10 блоков 2 метра, метровые удлинители из 5. В каждом блоке по 6 светодиодных модулей, в центре находится адресный диод. Справа от него находится диод теплого света, слева холодного. Таким образом, лента обеспечивает качественное белое освещение с изменяемой цветовой температурой и, параллельно с ним, цветной свет с динамическими эффектами. Собственно, и резать ее можно по краям этих блоков, по контактным площадкам, на которых есть отметка с ножницами. Тут используется 5 линий: общий плюс, шина данных и минус для адресных диодов и отдельные минусовые контакты для теплого и холодного белого. Модель RLS K01D предназначена для глобального рынка, то есть для работы в европейском регионе.
Поэтому тестирование в родной системе управления Aqara Home я решил провести в регионе Китай, в котором поддержка не очевидна. Тут используется шлюз Aqara M2, кстати тоже глобальная версия. В поиске по слову LED находится пара лампочек и лента. Далее указываем шлюз, у меня тут один, и при помощи удерживания клавиши питания переводим ленту в режим подключения. Лента подключилась успешно, так что можно констатировать, что глобальная версия поддерживается в регионе Китай. Выбираем иконку, при желании ее можно поменять и потом. После этого новое устройство появляется в списке. Перейдем к плагину. Все основное расположено на первой странице. Включение-выключение, регулировка яркости, выбор эффекта вид цвета, режимы работы. Рассмотрим все подробнее. Окно под регулятором яркости имеет три вкладки. В первой различные эффекты, причем как динамические с изменением цвета, яркости и движением, так и статические, в том числе для работы белого света. За ней идут вкладки выбора цвета из палитры или спектра, кому как удобнее. Ниже опции музыкального режима и группировки. В музыкальном режиме можно настроить уровень чувствительности, в зависимости от того, насколько далеко от источника звука находится контроллер ленты, микрофон встроен в него, и эффект для этого режима – дыхание, радуга, бегущие огни или случайный порядок. Если в системе несколько светильников, то их можно объединить в одну группу. В меню настроек есть ряд различных опций. Начиная с внешнего вида карточки устройства, тут можно выбрать один из вариантов светильников, в том числе и ленту. Важное меню функций. Тут можно установить память состояния ленты, очень полезная опция. После восстановления питания она может быть всегда включена, выключена или помнить предыдущий статус. Можно настроить время плавного включения и выключения ленты. Диапазон диммирования позволяет настроить шкалу изменения яркости в том случае, если вы хотите на минимуме получить яркость выше нуля, а на максимуме меньше 100. Так как лента адресная, то контроллеру нужно знать количество диодов, поэтому тут есть настройка длины ленты. Максимум 10 метров, шаг изменения 20 см, длина одного блока. Актуальная на момент съемки видео прошивка 0002728. Вот так выглядят эффекты, доступные на текущей версии плагина. Благодаря тому, что в ленте используются адресные диоды, часть эффектов использует их особенность раздельного управления. Это свечение разным цветом в один момент времени, градиентное изменение цвета, эффекты радуги, бегущих огней и так далее. При этом тут есть и статические эффекты, в том числе и предназначены для базового освещения белым светом. Утро, работа, чтение, отдых. Пример работы в музыкальном режиме. Хочу отметить, что чувствительность микрофона хорошая, не обязательно размещать прямо рядом с колонкой. Хорошо работает и на расстоянии, особенно если выставить высокий уровень чувствительности. Память состояния установлена «Помнить статус». Лента не светит, отключаем блок питания. Включаем обратно, лента остается в том же состоянии. Аналогично и для того случая, когда лента светит. При восстановлении питания она возвращается в предыдущее состояние. Автоматизации делятся на два раздела – триггеров и условий и действий. Лента может участвовать в обоих. Как триггер генерирует события включения или выключения, как условие к другому триггеру включено или выключено. В разделе действий опций побольше, около 20. Они позволяют управлять как включением ленты, так и установкой режимов и параметров работы. Есть и плавные регулировки, они у меня недоступны, так как для этого нужен поворотный диммер.
Кроме опций прямого управления, таких как включение-выключение, шаговое изменение яркости, активация музыкального режима, часть опций имеет дополнительные настройки, такие как установка конкретного значения яркости, цветовой температуры для белого режима света, яркость и цвет для цветного. Можно выбрать как статические эффекты, цветные, которые нужно создавать при помощи палитры и белые, так и динамические, которые мы с вами уже рассмотрели. То есть в автоматизациях можно пользоваться всей функциональностью ленты. Проверим работоспособность в Apple HomeKit. Тест я провожу на iPad, который на данный момент уже не является центром управления. В систему добавлен шлюз Aqara M2, который выполняет роль моста. Видно, что на главном экране появилась плитка освещения. В свойствах вкладки отображаются данные по устройству, в том числе указан мост, то есть шлюз, через который оно подключено. По умолчанию установилась та же комната, что и у шлюза. Доступны стандартные параметры управления освещением, включение, выключение, управление яркостью. Есть выбор как цвета, так и цветовой температуры для белого режима. Эффекты в HomeKit недоступны, управлять ими можно только из Aqara Home. Светильник можно использовать в сценариях, но помним, чтобы они работали и сохранялся удаленный контроль за системой, в ней должно быть устройство с функцией центра управления. Это или приставка Apple TV, или одна из колонок HomePod или HomePod Mini. iPad для этого уже не подходит. Перейдем к Home Assistant и начнем с штатной интеграции ZHA, для которой у меня используется USB-Zigbee координатор Sanofi ZB-Dongle E с прошивкой Multipan. Как ее устанавливать, я показывал в видеоуроке, ссылку оставлю в описании. Запускаю процесс подключения, и уже на этом этапе видно, что в устройстве определились объекты управления. Это говорит о том, что Aqara следует стандартам Zigbee. Тут есть основной объект светильник, несколько дополнительных сущностей для настройки и кнопка идентификации. Она нужна, чтобы определить устройство среди нескольких одинаковых. При нажатии на нее лента несколько раз мигнет. Стандартная карточка светильника состоит из трех вкладок. На основной регулятор яркости. Затем палитра для выбора цвета. Это статичный режим, управлять эффектами отсюда на данный момент нельзя. И выбор цветовой температуры для белого режима работы. В настройках есть возможность настроить плавность включения и выключения, причем тут не две, а три опции. Для включения, выключения и общая. Однако общая не работает, ее изменения ни к чему не приводит. Стандартная скорость включения-выключения. А вот отдельно для включения-выключения работает корректно, на камеру это выглядит не так явно, как визуально, но все же я решил показать, как это выглядит. Примерно 6-7 секунд на включение и столько же на выключение. Причем процесс плавного включения можно наблюдать и на карточке яркости. Проверим работу в Zigbee to MQTT. Актуальная версия 1.33.0, и как раз в ней заявлена поддержка лент Aqara T1 обоих версий. И действительно, лента корректно определилась и подключилась штатно, нет необходимости делать внешние конвертеры. Как и подобное ей устройство с стационарным питанием, лента является роутером. Система определила номер модели по китайской классификации, подтверждение того, что и глобальные китайские версии функционально идентичны. На странице экспозиции базовый набор опций для RGB CCT светильников, включение-выключение, установка яркости и цветовой температуры для белого режима работы и выбор статичного цвета. К сожалению, ни эффектов, ни настроек памяти состояния длины ленты тут нет. Плавность же ставится на логическом уровне, с этим проблем нет. К слову говоря, режим памяти состояния работает тот же, что был установлен в Aqara Home. Полагаю, что и настройки длины будут сохранены, но для этого нужен шлюз Aqara. Зато тут есть поддержка ото-обновлений, по крайней мере номинально, точно будет понятно, когда выпустят новую версию. В Home Assistant через интеграцию MQTT перебросились два объекта, светильник и обновление, не считая нескольких дополнительных, скрытых по умолчанию. Тут те же самые три вкладки: управление яркостью текущего режима, выбор цвета, эффектов, как мы уже видели на странице экспозиции, нет, установка цветовой температуры в режиме белого света.
Идея совместить в одном устройстве и адресные белые диоды мне кажется очень интересной и здравой. Это даст и качественное, довольно яркое рабочее освещение с изменяемой цветовой температурой, для чего используются диоды белого света, так и полноценный цветной режим с возможностью применения множества динамических эффектов, которые недоступны для обычных RGB диодов. Также большим плюсом для меня является интерфейс управления ZigBee 3.0. Это стабильнее, чем Wi-Fi, не загружает ресурсы роутера и облегчает интеграцию в сторонние системы. К минусам можно отнести разве что стоимость, но Aqara никогда не была особенно дешевой. Следует принять во внимание, что на данный момент в сторонних системах нет поддержки эффектов и настроек устройства, но надеюсь, что со временем это будет исправлено. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Это поможет найти его большему количеству людей, которым интересна тема умного дома. Если вы не хотите пропускать новые обзоры и видеоуроки, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео я оставлю ссылки на магазины, где можно заказать ленту, и буду время от времени их актуализировать. Если будут возникать вопросы, задавайте их в комментариях. Там же вы найдете ссылки и на другие видео, упомянутые и соответствующие этой теме, на мой телеграм-канал и группу общения по вопросам умного дома, а также Facebook-страницу для тех, кто по какой-то причине не пользуется Telegram. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!